Всем привет, ребята! Недавно у нас вышел мрачный натиск. Ну, как недавно? Неделю назад или две, я уже не помню, когда он там вышел. Короче, все это время я его пыталась пройти. Больше всего, конечно, у меня были проблемы с волком. Никак не получалось его пройти. Хочу сейчас сделать, так сказать, небольшой обзор того, как я проходила, мои выводы по натиску и так далее. Давайте посмотрим вместе, как я его проходила. Ура! Я так рада прошла! У меня Николь 70 уровня. Думала, докачаю ей кнопки и попробую... Где кнопки? Вот, думала, докачаю ей кнопку, дам коронку и попробую пройти волка, потому что у меня его вообще никак не получалось пройти. Пробовала пачку Арлекина через молот. Короче, пробовала, там видела у китайца, разные пачки пробовала. И у меня не получалось, не хватало у Арли урона. Она хоть и С1, без сигны с коршуном, и ей не хватало урона. Потом мне случайно из-за этих... из-за чешущихся лап выпала Николь. Я подумала, раз уж она выпала, прокачаю ее. В общем, прокачала ее, дала ей сигну цапли, где там какие-то рты нападали, дала ей сет. Получилось 3500 атаки на 70 уровне, и кнопка у нее 6. И у меня получилось пройти. Я до сих пор в шоке. Я думала, чтобы получилось пройти, надо будет где-нибудь до 90 ее докачивать, 10 давать. И то думала, получится с трудом, потому что у меня не хватало очень много хп у босса. Через мелт у меня вообще не получалось. Там хоть Арлекина и вейпила по 350 тысяч, но все равно не хватало много. А вот с такой пачкой получилось. Блин, я до сих пор в шоке. Боже, я до сих пор в шоке. Мне не верится, что я его прошла. Вы не представляете, как я рада. Вот, забираем честно заработанную награду. Я пыталась его пройти, этого волка, не знаю, когда там вышел натиск, неделю-две назад. Вот с тех пор и пыталась его пройти. Вот такими отрядами. Нифига себе, как у меня получилось. 116, 117, 118. Офигеть. Совершенно случайно. Теперь мой перфекционист рад еще больше. 16, 17, 18. Самым легким боссом для меня из всех этих был, как ни странно, новый. Прозревший, или как там его игроки прозвали, ангел. Вот как, я думаю, он будет самый тяжелый. Пошла его проходить в первую очередь, и вот он у меня прошелся самый первый. Я сюда сначала вместо Янфэй ставила Дурина, но почему-то с Дурином было сложнее. Потом поставила сюда Янфэй, дала ей инструктор. Ну вот, как ни странно, этот босс оказался самый легкий. Второй по сложности, вопреки всему мнению, для меня был Тульпа. Да, хоть все и говорят, что он самый легкий из всех, но для меня он был второй по сложности. Я его поначалу пыталась проходить за пачку Скирк. Скирк, Сетлали, кто там еще был у меня, Кофе, там еще кто-то. Я видела многие, кто проходит, и все говорят, что для Скирк он супер легкий, но у меня он за Скирк не проходился ни в какую. Не исключаю, что у меня руки растут совсем из плохого места, поэтому не получалось. Но не знаю почему, но Скирк его не приходило, и не хватало очень много. А вот в итоге я плюнула на нее и взяла вот такую пачку. Лавм у меня нет, потом Нефер поставила в обычные бутоны. И чтобы быстрее сносить маленьких тульпет, поставила Сетлали. Она там их сносит за пару секунд. И вот такой пачкой я прошла со второй попытки. Надо было ее сразу попробовать. Для меня это оказалось легче, чем Скирк. Еще Скирк я пробовала на ангела ставить. Тоже что-то у меня не очень получалось. За Цзыбай тут хорошо получилось. Здесь я видела одного китайца, как проходила Цзыбай Коломбина, Фишель Сахароза. Потом Нефер Коломбина, Фишель Сахароза. Вот такие пачки 2 проходили. Я пыталась повторить, не вышло. Потом Арлекина Вейпи тут Сетлали у него проходила. У меня тоже не вышло. И вот это единственный отряд, который вышел с Николь 70 уровня, 6 кнопкой. Да у меня там реально очень много не хватало по урону. Я не думала, что она так сильно прибавит. Возможно, просто руки подпрямились, сколько я ретреила. Очень-очень рада, что получилось пройти с недокачанной Николь. Вообще не ожидала, что у меня получится пройти.
тем более с незакачанной. Просто так решила попробовать ее поставить в пачку вместе с Беннетом. То, что видела, проходили пачка Эрликина, Шила, Бен, Кадзуха. Шила у меня нет. Я подумала, а если поставить Николь сюда, вдруг тоже урона хватит. Ну, в общем, урона хватило даже с недокачанной. Очень рада. Сейчас я вам покажу, как я проходила боссов. Проходила я без звука, но сейчас вместе с вами посмотрим. Уже в процессе прохождения буду комментировать и вместе с вами смотреть, как я проходила, как прижимала кнопки. Иногда полезно смотреть, как ты играешь со стороны. Что ж, давайте начнем, пожалуй, с первого босса. Вообще ротацию не знаю, пришлось немножко поритраить, чтобы понять, в какой последовательности кого прожимать. Не знала сначала, кого использовать. Либо Пира за инфой, чтобы Пира, кристалл первый появился, либо Гидра. Но в итоге пришла к выводу, что Пира все-таки использовать инфей. Ну, я думала, если она все-таки прокнет инструктор, то чтобы он откатился ко второй стадии, когда уже нужно будет. Вот здесь у нас 2 кристаллика появилось, да. Пир и Электро. Ну, уже за Дзебай было несложно их по-быстрому снести. Ей без разницы, какие они там Пир и Электро, она их быстро сносит. Далеко, конечно, до идеала с моими-то руками. Ну, главное, что прошлось. Главное, чтобы вам все это приносило удовольствие и игра не душила. Если вам все эти натиски приносят одно расстройство, ну и ладно, не заходите туда вообще. Делайте в игре то, что вам нравится. Так. У Илуги проблем с восстановой здесь нету, как ни странно. Я думала, что у него будет проблем с восстановой, но проблем у него нет. У Коломбины периодически бывают проблемы с восстановой, поэтому приходится ее использовать ульту после Уилуги. Хоть у нее и 216, но все равно периодически бывают проблемы. Прошла она у меня этого босса, конечно, без запаса, там практически на последних секундах, как мы видим. Ну, я не ретраила этого босса долго, я же говорю, это был самый легкий для меня, там полчасика поритраила, чтобы определиться в ротациях, и все прошлось. А вот волка я уже пару дней там пыхтела, ретраила. Так, сейчас покажу вам уже гидротульпу, как проходила. Как я уже говорила, пыталась его сначала пройти за пачку со скирк, потому что видела, что все его, ну почти все, очень многие проходят его за скирк. Решила я так пройти. Хоть у меня есть и Ситлали, и кофе, и фурин, и елани, все, кто хочет для этой пачки, но со скирк не получалось. Я даже пробовала убрать фурину, ставить там какого-то другого крио, типа Шарлотты. Ну и с такими пачками, как другими проходили, тоже я видела, и с фуриной проходили. Ничего им не мешало, но мне, походу, что-то мешало, потому что ни в какую не прошлось со скирк. В итоге плюнула, она мне надоела. Я вытащила самые обычные бутоны, засунула в них нефер. В принципе, Нахида может сбивать эти тульпят, но с Нахидой очень легко можно их пропустить, вовремя не заметить. Поэтому я поставила сюда Ситлали чисто для комфорта. Она от своей ультой очень легко их сбивает. Иногда, конечно, пыталась там что-то подбегать, сбивать их, но она отлично и ультой сбивает. Главное ее активировать. Там подбегать к тульпе справа, слева. Она уже задевает этих тульпят. Там сзади я видела эту тульпу, но думала сначала ее оставить, может я успею добить. Но потом все-таки поняла, что я не успею добить, и решила все-таки подбежать ее маленькую эту убрать. На всякий случай, чтобы она не впиталась. Тульпу вот с этими с бутонами я тоже долго не ретраила. Практически со второго раза прошла. Первый раз прошла и посмотрела,
ротации, так сказать. Со второго раза уже прошлось быстро. Как ни странно. За эту пачку прошлось все намного легче, чем со Скирк. Не знаю почему. Итак, спасибо большое, девочкам. Помогли пройти мне тульпу. Теперь пойдем смотреть с вами, как я проходила волка. Короче, на этом этапе у меня сломались наушники, поэтому звук игры будет плохой. Надеюсь, это не повлияет. Так, теперь о боссе. Сначала я его пыталась пройти за пачку Арлекина, Дурин, Беннет, Кадзуха. Естественно, с этой пачкой не хватало очень много урона. Потом вместо Дурина я поставила Сетлали. В Сетлали дела, конечно, были полегче уже, но все равно не хватало урона. Да и в Мелте играть сложновато, там нужно уметь ловить статус, не тыкать беспорядочно на кнопки, как это у меня обычно бывает. В общем, с Мелтом я тоже не подружилась, урона не хватало. Потом мне случайно выпала Николь, когда я пыталась достать плюн. Не спрашивайте, зачем она мне, если нету варки. Короче, пыталась достать плюн, выпала Николь. Решила, раз она мне выпала, прокачаю, вдруг поможет. Я видела, там ставили Шила. Шила у меня нет. Я подумала, если прокачать Николь, вдруг хватит урона. Все-таки она тоже атаку заливает. Поэтому хотела ее докачать до 90, там 10 кнопки дать. Я думала, если поретраить миллион раз, что-то пройдется. Потом зашла сюда. Прокачала еле-еле, хватило мора до 6. Зашла на волка потренироваться. Думаю, пальчики потренирую. Ну, что кнопки не докачанные. Зато ротацию запомню. Туда-сюда, что как прожимать. И потом увидела, что у меня почти получилось пройти. Там совсем чуть-чуть не хватало. И потом еще несколько раз поретраила. И на удивление у меня получилось пройти. Вот совсем не ожидала, что у меня получится пройти с недокачанными кнопками. Я же зашла просто потестировать ротацию, чтобы потом, когда докачаю, уже все делать, так сказать, на автомате. Ну, более-менее, насколько это возможно в моих руках. Хотя бы сильно не путаться. Итого, общий счет у меня получился 351 секунда. Это много, но я жутко рада, что у меня получилось его пройти. Короче, покажу вам сейчас сборки всех персонажей. Так, первый у меня Дзебай. 2300 защиты. Криты 60 на 301. Даже немножко КМС есть, почти 170. Она у меня с Сигной Теории. Артефакт, ну, естественно, вот этот сет Йона и созвездие C0. Такая вот Дзебай. Коломбина. Коломбина у меня 36 тысяч хп, 80 на 183 криты, 216 восстановок, которые иногда тоже не хватает. Да, 216. Она у меня с БПшкой R1. Наконец нашла, куда пристроить эту БПшку. Так, артефакты. Артефакты в Серенаде. Созвездие C0. Таланты 8-10-10. И у Дзебай тоже там 2 десятки. Так, следующий, кто у меня там? Илуга, 1120 МС. Он у меня с Грозой Дракона и арты 2 на 2 на МС. Созвездие С3. Больше не нападал. Таланты 9-13. Так, Кенфей, я с ней практически ничего не делала. Дала ей... Да ничего я не давала, что у нее в руках было, то и ставила. Здесь она вообще, эту пушку ей не нужна. Единственное, что я ей дала инструктор. Инструктор вообще на ХП. Сняла его. Вспомнила. Инструктор я сняла у Диона. Вот был на ней на ХПшный инструктор. Сняла его и просто дала Янфей. Даже не знаю, активирована его или нет. Наверное, да. Так, кнопки у нее там вообще не прокачаны. Так, вторая пачка у нас была Нефер, которая была на тульпе. 670 ТМС. Ну, маловато, конечно. Криты 61 на 300. Шанса хотелось бы больше, но там с артами не очень повезло. Зато сигной. Артефакты, вот ее сет. Созвездие C0. Таланты 6-10-10. Уки самые обычные. 880 МС. С Ксифосом. Арты я и не меняла. Вот как были вот эти вот бутоны сет, так и осталось C6.
Нахида. По-моему, я ее тоже не переодевала. Она у меня вообще была с янтарем, кажется. Да, я ее использовала как-то в пачке с Нилу вместо Сетлали. Там нужно было ХП. У меня была пачка Нефер, Нилу, Нахида и Коломбина. Да. И там нужен был хил, и я оставила янтарь. Поэтому, когда пошла на эту на тульпу, даже забыла его снять, так и остался тут. Созвездие у нее там C0 и Дендросет. Ну, криты тут тоже считай, что нет, 46 на 130. Так, третья пачка. Арлекина, 2000 атаки. 83 на 209. Криты. 117 МСа. Коршун. Коршун мне выпал совсем недавно. Тоже из зачешившихся рук. В общем, какую-то фиолку хотела достать из оружейки. Вот эту. Хотела достать вот эту фиолку, в итоге достала коршун. Ну, я очень рада, что он мне выпал, потому что за 2 года игры, даже больше, чем 2 года, очень его ждала, наконец выпал. Созвездие. Она у меня C1. Таланты. 3 десятки. Вот такая вот Арлекина. Беннет. Беннет самый обычный с мечом сокола, но он у меня обычно вообще ходит с небесным мечом. Но сейчас восстановы в этой пачке много, 3 пира, поэтому я ему дала небесный меч. И там получалось у него 240 восстанова. С небесным мечом там получается 299. Так, Беннет C6, конечно же. Николь. Николь 3480, ну, короче, почти 3500 атаки, 70 уровня, прокачивать нечем. 170 восстановы. Но я проект ее здесь не использовала, потому что таланты не прокачаны. Не хватило книжек. Ни книжек, ни мора не было. Вот сейчас только 100 тысяч дали за 5-й натиск. Так у меня даже мора не было. Докачать выше кнопки. C0 с оружкой. Оружку я ей дала, кстати, у цапли. Временно забрала сигну и дала ей Николь. Поэтому атаки получилось много. Думаю, если докачать ее до 90-го, там еще атаки побольше будет. 4000 навряд ли наберется. Ну, что-то близко к этому. Казах тоже самый обычный. Только единственное, я ему дала церемон. И в этом своем сете. Вот такие вот сборки были. Вот такое было у меня прохождение мрачного натиска. Надеюсь, вам было интересно смотреть вместе со мной. Спасибо большое всем, кто посмотрел. Кому интересно, пишите комментарии, как вы проходили, с кем у вас были сложности или наоборот, все было легко. Пишите. Кому интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.